Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим о двух магических словах, которые могут изменить вашу жизнь. При этом эти слова могут вашу жизнь изменить кардинально. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной и интересной информации для вас. А прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что именно это видео и эта информация будет полезна и важна. Давайте сразу оговоримся и скажем о том, что любое слово, произнесенное человеком, имеет силу. Возможно, каждый из вас, кто смотрит наш канал, замечал за собой такую тенденцию. Если мы с вами опасаемся худшего, постоянно об этом думаем, то так и эти события и происходят. И наоборот, если, например, ваш день начался бодро, прекрасно, активно, с позитивного настроения, с замечательных, прекрасных, положительных, созидательных мыслей, то ваш так и день и продолжается. Вы должны понять, что любые слова в вашей жизни, которые вы произносите, которые вы говорите, особенно в порыве гнева, они все приравниваются к магии. Вы можете влиять на свою реальность сами. Вы должны понимать, что те, кто сейчас смеется и улыбается, что это все ерунда, проходите мимо, пожалуйста. Почему? Потому что если человек в это не верит, он верит в что-то такое, вот он сидит возле окошка и постоянно об этом думает, что это все ерунда, это все не получится и так далее, то попытайтесь найти то, что действительно вам принесет в вашу жизнь действительно изобилие, достаток, благополучие, сделает какие-то изменения в вашей жизни. Попробуйте. Возможно, для вас, например, может быть, есть смысл взять лопату и начать копать, например, целыми гектарами землю. Возможно, вы так почувствуете ясность и понимание вообще всей картины жизни. Но вы должны понимать и то, что каждый из нас выбирает сам свой путь и свою дорогу. И вообще в нашей жизни все невероятно просто. Только просто мы, люди, почему-то обложили себя всевозможными законами, ограничениями, лимитами. И мы с вами так живем и думаем, что так и нужно жить. Потому что, так жили, возможно, наши предки. Но давайте возьмем то, что есть. Предки наши жили в одних определенных условиях, в определенных границах. У них не было ни интернета, вообще даже света у них не было. Возьмите еще лет 100 назад, даже меньше, людей света не было. Не то чтобы интернета и телефона. Сегодня у нас все эти есть блага нашей цивилизации, нашего человечества. И почему-то многие из нас не пользуются этими возможностями. Потому что, открывая тот же YouTube, мы с вами начинаем поглощать море информации. Да, информации много, и она не всегда, к сожалению, правильная, верна. Но мы с вами люди мыслящие, а значит, мы с вами можем думать, мыслить, анализировать и принимать только ту информацию, которая нам нужна. Поэтому есть два секретных слова, о которых вы должны знать и которые вы должны применять ежедневно в своей жизни. При этом мы так часто это делаем, сами того не осознавая. Но если мы с вами подойдем к этому вопросу осмысленно, с пониманием, то мы результат увидим совсем другим. Итак, друзья, начните практиковать вот это упражнение, и вот спустя уже 2 недели вы увидите, какие перемены произошли с вами. Поэтому очень часто происходят те перемены, о которых человек даже мог не догадываться и не воспринимать. Итак, первое слово, которое мы вам рекомендуем говорить, это слово «позволяю». Всегда думайте, когда вы что-либо думаете о позитивных событиях, происходит в вашей жизни как что-то хорошее. Даже если вы получаете сегодня доход, вы получаете аванс своего дохода, своей заработной платы, вам вернули долг, говорите себе «позволяю».
И если вас, например, тревожат неприятные мысли, например, вам кто-то нахамил, сказал что-то не очень хорошее, или вы что-то не подумали, не то, сразу скажите себе «отменяю». Итак, произносите то, о чем вы мечтаете, и всегда добавляйте «позволяю». Например, вы себе запланировали сегодня на работе сделать одно, второе, третье, пятое, десятое, да? После этого скажите вместо слова «аминь», которое мы говорим в наших молитвах, мы давайте скажем с вами «позволяю». И эта техника поможет вам следить за собой и более осознанно относиться к жизни. И каждый день вы маленькими, вот малюсенькими, наверное, шажками будете приближаться к своей заветной цели. Также вы можете добавить следующее предложение. Все препятствия отменяю. Вы еще таким образом усилите эффект от произнесенного. Помните, что это мощная практика, которую люди, многие уже делают в своей жизни, и они могут достичь многого. Поэтому умение обращать внимание на свои действия, на свои слова ведет только к осознанию происходящего и к тренировке силы нашей воли. Попробуйте, друзья, проводить эту интересную практику. Особенно она именно будет людям, которые не уверены в себе, которые считают, что они недостойны чего-то, им это они непозволительно, что очень часто бывает так, что вот мои родители, да, проработали уборщиками, да, или дворниками. Ну как же я могу стать, например, там, ну пусть будет главным бухгалтером, да, но это невозможно. Хотя человек выучился, получил красный диплом, но он сам не верит в свои силы. То есть он уже получил красный диплом, он прошел какой-то путь в жизни, но когда ему говорят о том, что давай, пробуй, у тебя все получится. Человек начинает замыкаться в своей скорлупке и забывать о том, что он этого может. Поэтому всегда говорите «позволяю», когда вы чего-то, у вас хорошее, то есть положительное, и «отменяю». И вот эти два слова, они действительно изменят вашу жизнь. Поэтому прямо сейчас запишите их и используйте. Вот просмотрели это видео, например, даже смотрите видео, да, вам понравилась информация, понравилось видео, понравилась та подача информации, скажите себе «позволяю». Просто. И если вам что-то не понравилось, или вам позвонила подруга, вы с ней поговорили, ну что-то сегодня не сошли звезды, скажите «отменяю». Все. Вы информацию не получили, то есть вы информацию получили, но закрыли доступ к негативу. Казалось бы, все достаточно просто. Друзья, пробуйте, не бойтесь. Кто бы что вам ни сказал, пока вы не пройдете свой путь, не пройдете свою дорогу, вы не узнаете, насколько это для вас важно и правильно.